Это ж тибетские буддистские. Тибет. Explain me, what is it? Puja. It is like puja or Yeah, this like puja. like puja? Tibetan. This what? Tibetan. Tibet, you know Tibet? Это ж тибетские буддистские. Тибет. О. А, Володя, куда мы едем? Отель Дэн Корбет, национальный парк Джим Корбет. Первый раз там, может быть, будет, надеюсь, будет интересно. Вот посмотрите, нам навигатор показывает, что ехать 215 километров, но ехать 5 часов 58 минут. Вы когда-нибудь такое видели? Можно 215 километров в России ехать почти 6 часов. Вот это Индия. Да. Чем отличается? Вот у нас тут небольшая остановочка. Это между штатами, да, Володя? Это... Да, между Харьяной и Утар-Прадеш, потом будет Уттараханд. Да. В общем, платная дорога. Нет, не платная дорога. Налог на въезд в штат. Эксобис. 120, 122. 122? Эксобайс, эксобайс. Эксобайс? 125 даже. Бедная обезьянка. Ну что ты ее не... Вот вы посмотрите, как издеваются над обезьяной. Вот ее посадили на веревку и берут за это деньги, да? Я не хочу с ней сфотографироваться, но бедная обезьяна, которую привязали на веревку, вот этот вот товарищ нехороший. И туристы с ней фотографируются за деньги. Это же какой кошмар. मेरे माथे की बिंदिया चमके चमके मेरे सर से चुनरिया सरगे सरगे हो ऐसे चुनरिया सरगे सरगे शाम सवेरे छेड़े मुझको मेरे सखिया रे Вот такой скоростью мы последние 3 часа едем по национальному парку. Но не обманывай. Say please, it is a храм Ганеша, no? This is a temple, Kalika. Калига? Kalika. Калига. Kalika temple. Богиня Кали с языком, с которым с высунутым, да? Да, это вот Хануман, это Кришна, Ганеша и... Ramesh, 1 minute. It is Himalaya, There is a Himalaya. like Himachal Pradesh or different?
Like Himachal Pradesh. Прям same. same like. Same. You like sick? You enjoying? Yeah, Yes. I'm really, really enjoying here. I Okay. feel like in village. Okay, great. Ой, я вижу. Да не, ну ничего. Я вижу. С таким принципом. Я вижу, как бы уселась. Oh, hello. Hello. It's for me? Thank you. Ой, как здорово. Сейчас, one second. Об отеле The Den у нас очень приятные воспоминания, даже несмотря на то, что еда была исключительно вегетарианской. Мы прекрасно справились, прихватив с собой из дома колбасу и баночку икры, которые привезли еще из Москвы. Друзья, такого номера у нас еще не было. Вы посмотрите. Володя, мы будем жить на дереве? Мы будем жить на дереве, вы только это посмотрите. А я туда не поднимусь с вещами. Ничего себе. Мы будем жить вот на этом дереве. Ничего себе. Зато каждое утро и каждый вечер ты будешь по несколько раз в сердце. Вместо зарядки, да. Так, ну что, пошли. Ну, слава богу, не на самый верх. Ух ты. Yes, sir. Actually, sir, there are mini bars. Actually, there is no. This is not real tree. This is artificial tree. Ma'am, you can go in the morning in riverside. Энри, ага, окей, да. Окей. Ага. Thank you, thank you. Door closed. Closed. Because there are some monkeys. Not Monkeys. Ah, В общем, закрываем двери, потому что обезьяны. Окей, thank you. okay. Ну что, рассказывайте ваши первые впечатления. Ну что, друзья, у нас первый раз, у нас номер на дереве. Мы в National парке, это национальный парк Корбет в Гималаях. И мы приехали сюда, чтобы попасть на сафари. Здесь много бенгальских тигров, я очень надеюсь, что мы их увидим. Также слоники, конечно, и антилопы, и медведи, и зубры. И, в общем, завтра поедем на сафари. Ну, вот реально первый раз такой номер где-то на дереве. Рядом река, мы вам все покажем. Почему мы сюда приехали тоже? Сейчас в Дели религиозный праздник Дусейра. И сейчас все индийцы стараются уехать из города. Кто-то в Гоа, кто-то в горы. Вот мы решили в Гималайи. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. У нас всегда очень интересно. И ставьте лайки, чтобы нас немножко отблагодарить. Провести даже пару дней в таком красивом отеле – одно удовольствие. Большая территория, очень ухоженная, хороший бассейн.
а вид на эту горную реку ну просто восхитительный. Так что очень рекомендуем отель. И особенно рекомендуем номер на дереве. Конечно, это арт-объект, но сделан он так мастерски, что трудно догадаться. Ночью мы спали с открытыми окнами, но мне все время казалось, что вот-вот заползет змея или залезут обезьяны. О, ух ты! Оказывается, здесь есть фитнес. О, и библиотека. Вот Найнитал. Так, это мы завтра поедем сюда. Морадабад, Дампур. Вон прямо в номер. Дверь открыта, они сейчас в номер будут ломиться. Ты закрыл у нас? Да. Помните, нас предупреждали по поводу обезьян, чтобы мы закрывали окна и двери. Так вот, это была не шутка. С утра дверь снаружи открывается, и на пороге стоят две огромные обезьяны и смотрят на меня так укоризненно, мол, чего это ты тут делаешь? Они чуть не вломились к нам в номер. Откровенно говоря, я боюсь обезьян с тех пор, как живу в Индии. Они часто бывают агрессивными, особенно в отелях. Здесь они ведут себя довольно бесцеремонно. Привет, это ты ко мне с утра ломилась? Завтраки исключительно вегетарианские. Мы об этом были предупреждены, но омлет нам на завтрак сделают. А так здесь только вегетарианская еда. Из вегетарианской еды нам вот принесли вот такую вот лепешечку. Я не помню, как это называется по-индийски, но это вкусно. Ну вот взяла нудлс вегетарианскую, фасоль и все-таки омлет с сыром нам принесли. Ну вот и очень люблю вот такую вот вермишель. Это как наша молочная лапша. Ну, сейчас попробуем. О, велосипеды есть. Да, все. Ты мне это покажи. Поместите ваши руки сюда, считайте до 10 и позвольте воздушным феям забрать все ваши печали. Обязательно Да. так и сделаю. А вон там теннис, кстати. Да, да. О, Так, ну я не уверен, что мы сюда идем. Что-то. А почему ты идешь без копны с этого самого соломы на голове? не знаю, почему. Не положено. А? Мост есть? Есть. Где? Смотри налево. Ух ты! А как мы туда попадем? Он где-то там. Ну, конечно. Ну, друзья, в общем, что я хочу сказать. Мы в потрясающем месте. Мы в Гималаях. Это национальный парк Корбет. Вокруг нас джунгли. Мост, он висячий, да? Да. Это висячий мост. Hanging Bridge. Да, Висячий мост. какая красота. Вон девушка купается. Стирается море сюда. Меня всегда удивляло, как индийские женщины носят на голове тяжести.
Причем они делают это с такой грацией, будто и не устают вовсе. Оказывается, груз, размещенный на голове, почти не подвержен колебаниям во время ходьбы, и человек не тратит лишней энергии на сохранение равновесия ноши и, как следствие, меньше устает. Но если вы думаете, что это легко может сделать каждый, то вы глубоко ошибаетесь. Я однажды сама попробовала в Джодхпуре, когда мне буквально насильно индианки поставили на голову тазик с камнями. Посмотри сюда, на меня посмотри. Иди, неси. Если кто не видел наш ролик, я рекомендую, посмеетесь. Так вот, я вам скажу, что без тренировки этого делать категорически нельзя. Они-то натренированы с детства, а может, у них это и врожденная выправка. It is very heavy. Very heavy. No, heavy. Good. It's very heavy. Бедные женщины, как они это таскают на своей голове. Give me something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't move. Smoky eyes in a groove. Can't get you out of my mind. Володя, как водичка? Так близко не надо. Нет. Водичка отличная, замечательная. Я не знаю, конечно, получится или нет, но в следующий завтра, или послезавтра с утра надо будет сюда сходить и искупаться. Да, ну вода теплая, мне вот приятно, например, ходить. И я бы прям с удовольствием сейчас Близко не надо. скупнулась. Хорошо. Это девушка, Бауна. Она живет здесь, в этом заповеднике, но она совсем не говорит по-английски. А мы, к сожалению, не говорим на хинди. Мы не просто так показали вам эту девушку. Мы с ней все-таки немного пообщались жестами. И я хотела переслать ей ссылку на вояж дилетантов, чтобы она потом посмотрела наш ролик про свою деревню. Но оказалось, что у девушки вовсе нет телефона. Она сказала, что их семья не может себе этого позволить, нет лишних денег. Наверное, вам сейчас трудно представить, что у такой взрослой девушки и нет телефона. Но, к сожалению, это индийская действительность. Для многих в Индии телефоны все еще непозволительная роскошь. Намаскар. Намасте. Привет, пес. What's your name? Ricky. Ricky? Yes. Good. Good, Ricky. Да. Смотрите, ребят, это рис басмати, индийский рис, самый любимый. Да, вот. И как он делает? У него, видите, специально 2 ногтя, раз и здесь, чтобы очищать рис. Вот вам и рис басмати. Ой, вот я в первый раз увидела, как вот этот... Да. Yeah, easily machine is clearly to Ага. rice and all that. Good. You have some, как это, are you farmer? Yeah. Farmer? Yeah, almost here this farmer. You live here long Вы давно здесь живете? О, очень давно, всю свою жизнь. No, never. I'm burning this Вы были в Дели, в других местах? and my grandfather. Нет, практически нигде не был. Я родился здесь, и мой отец, и мой дед жили здесь. Я, конечно, хотел бы поехать в другое место, но там нет работы. Да, нам сейчас в это время очень тяжело найти работу. Мы очень бедные. Job brings money. Yeah. And, Because this place is a very, you say poor
Yeah, this type. This is very safe place, but some problem is job. Но эти места очень безопасные. Основная проблема тут только с работой. А что насчет тигров? Здесь много тигров? О да, очень много. Вот там особенно. Там граница джунглей, и мы видим часто тигров там. А есть случаи, когда тигры нападают на людей? Нет, сейчас нет. Эти тигры не едят людей. А что насчет слонов? О да, слоны тут тоже часто бывают. Они приходят вот сюда, и туда. От них нам надо спасаться. Они вытаптывают посевы. Okay, Thank you. thank you very much. Give me something, something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't move. Друзья, мне здесь определенно нравится. Вы посмотрите, как мы будем пить чай. Это же просто красота. Сейчас нам принесут индийский чай масала. Ну и печеньки, закуски, конечно, немножко жидковатые, но... Супер. А вон там, между прочим, народ сидит просто на стульях прямо в речке. Вот так вручную собирают индийский рис басмати. Очень тяжелый труд. Смотрите, оказывается, вот как получают эти люди воду, водопровод. Прямо из речки идет по трубе вода. Но не знаю, то ли это вода для питья. Thank you very much. We just been walking around. Когда мы проходили мимо одного из домов деревни, возвращаясь в отель, хозяин дома любезно пригласил нас в гости, напоил чаем масала и показал, как растет джинджер, имбирь и гангал у него на поле. Вот, наконец-то, смотри, Володь. Наконец-то я увидела, как он растет. Ну посмотри, вот посмотрите, первый раз, да, как растет джинджер. А это гангал, это используется для тумьяма. Вот это батюшки, вот он, а потом он высыхает. Смотри, какой большой. И вот этот джинджер, который мы в Москве покупаем очень дорого, а в Индии он стоит копейки. Мы спросили у него, останется ли сын с ним после школы, после того, как закончит школу. Однако нет, он пойдет в армию. Это самый обеспеченный вариант для деревенских жителей. Hi. Вот как бывает.
Мы только что познакомились с улыбчивыми жителями этой симпатичной гималайской деревни. Смотрите, как красиво и умиротворенно смотрится долина этой реки. Но буквально через 2 дня этот пейзаж изменился. После сильных ливней небольшая горная речка превратилась в бурный поток, сметающий все на своем пути. 10 домов было полностью разрушено. Эти кадры прислал нам Навин Чандра, тот самый парень, который показывал, как очищают риф Басмати. Ужасная трагедия. Даже не верится, что такая тихая и безобидная река может так разойтись. Посмотрите на это чудо! Это пришедший к нам из глубокой древности самый настоящий дракон. А если я не ошибаюсь, это южноазиатский варан. И, по-моему, он очень старый, еле двигается. Эти пресмыкающиеся появились на планете 18 миллионов лет назад. Язык варана похож на жало и является не просто языком, он им еще и нюхает. У него настолько сильное осязание, что он словно ощупывает предметы вокруг себя и хорошо чувствует их вибрацию. Питается варан насекомыми, грызунами и птицами, не побрезгует и маленькими ящерицами. В дикой природе вараны живут до 50 лет. Я уже упоминала, что мы уехали из Дели на Дусейру. Это 10-дневный фестиваль и один из самых значительных индуистских праздников. Проходит он в октябре, и в разных уголках Индии его отмечают по-разному, а в некоторых районах, таких как Кулу, например, имеют место даже жертвоприношения. Батюшки! Праздник символизирует победу добра над злом. И в индийских городах ставятся огромные чучела демона Раваны и его 2 братьев, которых победил герой Рама. Все это персонажи из индийского эпоса Рамаяна. И к этим персонажам мы вернемся чуть позже, а сейчас мы отправляемся на сафари. Да. А что, мы не можем сами туда дойти? Куда? До машины. Полчаса. А, нет. До машины можем. Ну вот, отправляемся на сафари. Кого надеемся увидеть? Надеемся, что в этот раз за 3 часа мы все-таки хоть кого-нибудь да увидим. Хотя местная публика говорит, что эта вероятность не очень велика. Ну, попробуем, потому что все-таки пермиты в настоящие места, в настоящие джунгли, там, где много диких обезьян.
не хватило на нас. Ну, посмотрим, как будет сейчас. А, то есть мы едем по облегченному маршруту, там, где никого нет? Там, где, может быть, кто-то будет. Ну, по крайней мере, этот водитель говорит, что с утра тигра видели, поэтому... У нас индивидуальная экскурсия Да. на двоих, и вот у нас гид. Это не гид, это водитель пока. Водитель, с гидом. На всякий случай одели кроссовки, если что, убегать будем быстро. Да. Ладно. Сегодня будут полезные рекомендации для тех, кто хочет поехать на сафари в парк Джим Корбет. Имейте в виду, что бронируя здесь отель, лучше заранее позвонить сюда же на ресепшн и записаться на сафари. Оказывается, здесь есть сложные маршруты, куда количество пермитов, то есть разрешений, сильно ограничено. И некоторые гости бронируют сафари аж за 2 месяца. Мы этого не знали и приехали запросто, так же, как и в Нагархол, без предварительной записи. И отправились по альтернативному маршруту. А теперь посмотрите, что из этого получилось. Это несколько в стороне от основного парка Джим Корбет, представляет собой специально высаженный лес. Есть ли у нас шанс увидеть тигров? Да, шанс есть всегда. Это, конечно, не зоопарк, где животные сидят на одном месте, но шанс увидеть тигра, леопарда, антилопу есть. Будем надеяться. Чаще всего можно увидеть тигра издалека, на расстоянии не ближе нескольких десятков метров. Они очень осторожные звери и не любят, когда много машин. Леопардов вы можете чаще всего увидеть на дереве. У них небольшой вес и острые когти. Им легко забираться на дерево, в отличие от тигров. Тигр очень тяжелый, он не сможет. У леопарда очень сильная челюсть. Он даже может, держа в зубах антилопу, забраться на дерево. А есть сейчас тигры-людоеды? Нет, практически нет. Только старый тигр может нападать на людей. У молодого достаточно сил и скорости, чтобы догнать других животных. А старый тигр, у него не хватает сил догнать антилопу, и тогда он, конечно, может напасть на людей. Надо. Лес вокруг этого сделанный, условно говоря, рукотворный, то есть это дополнительная часть к национальному парку Джима Корбет. Ничего себе, то есть они сами его высаживают? Это тиковые деревья из тика. Тик используется для производства мебели. Ага. Ну, про Поэтому, мебель да, я они, помню. собственно, эти деревья, из этих деревьев делают мебель для себя. Вот. По пути, да, у нас, в принципе, есть шанс повидать животных. Может быть, у тигров и леопардов. В зависимости от флага начнем нашу экскурсию с темпла. С темпла? Да. Все, чай. Национальный парк Джим Корбет в предгорье Гималаев – это старейший заповедник Индии. Он был создан еще в 1936 году, а в 1973 году здесь был запущен знаменитый тигровый проект. Эти 520 квадратных километров дикой природы обеспечивают защиту от полного исчезновения многочисленных видов животных, занесенных в Красную книгу, и в первую очередь защиту тиграм. Парк был назван в честь англичанина Джима Корбета, писателя, натуралиста и охотника, известного охотой на тигров-людоедов. Все это он описывает в своей книге «Моя Индия». Почитайте, довольно интересно пишет. В своей книге Джим Корбет рассказывает о колониальной Индии начала XX века, когда население страны составляло всего 400 миллионов человек. Рассказывает о том, как он охотился на тигров-людоедов и как его об этом просили местные жители. Описывает индийцев с точки зрения европейца, их страхи, предрассудки, обычаи и отношение к колонизаторам. Словом, очень интересно для тех, кто по-настоящему интересуется Индией. Ехали до главных ворот в парк Корбет мы около часа. Достаточно далеко находится наш отель. Такая экскурсия с гидом стоила 8000 рупий. Перед началом сафари у вас обязательно попросят паспорта и запишут все данные. Увидев такое количество машин, у нас сразу появились опасения, что мы ничего не увидим. И когда начался этот автопробег по джунглям, сразу стало ясно, что это не сафари, а сплошная профанация. Как вы думаете, есть ли шанс у какой-нибудь антилопы или тигра
проскочить в таком потоке машин. Мы гнали на большой скорости к конечной точке маршрута. Это индийский темпл. Обычно здесь видно много этих самых оленей. Вот сейчас не видно. Ты оленей видишь? Нет, я тоже не вижу, но они там есть. Мгм. Откровенно говоря, мне совсем не хотелось заходить в храм. Во-первых, надо разуваться. В индийские храмы ходят только босиком, а я не была готова к темплам на сафари и не прихватила бахилы. Да и за 8 лет проживания в Индии я уже настолько насмотрелась на такие маленькие храмы, что уже не интересно. В основном все одно и то же. Мы приехали сюда на сафари и хотели увидеть животных, и за это мы заплатили деньги. А получилось так, что мы просто прокатились до храма и обратно. Обидно. You can see the fruit. We use this fruit for. А знаете ли вы, что это за плод? Может быть, агава? Нет. Плоды и листья этого дерева используются индийцами для поклонения богу Шиве. Обратите внимание на этот трилистник. Leaves. Combined leaf. 1, 2 and 3. The pack of 3. Hindu culture, we use these leaves for pray Lord Shiva. Come here. Ох ты, смотри, смотри. Агрессивный что-то вкусный. Ой. Смотри, Слушай, а лучше поехали, да, агрессив. это... Давай, давай. Да не, ну не допрыгнуть сюда. But anyway, we haven't seen, unfortunately, almost no animals apart from some deers. But still, it was interesting, and thank you very much for guide. His stories was very interesting and fruitful. So thank you and namaste. Дханивад. Aman hospitality नाम. Good hospitality. After my shouting on. For videos. Okay, fine. Thank you for your. Но когда мы ехали назад, мне повезло больше, чем Володе. Мы немного отстали от предыдущих машин, и прямо перед нашей машиной пробежал тигр, большой тигр. Я его видела, но не успела включить камеру, а Володя успел увидеть только его хвост. Так это быстро произошло. Так, вот здесь только что прошел тигр. Перешел нам дорогу. Причем большой такой. Слушай, а может быть следом тут какой-нибудь еще один пройдет отсюда? Зато теперь мы с гордостью рассказывали всем встречным индийцам, что видели тигра. С какой завистью они на нас смотрели. В общем, эти 3 секунды сделали наш день. Мы возвращались в отель победителями, мы видели тигра. И смешно, и грустно. Если кто видел наш предыдущий ролик из Кабини с десятками животных, птиц, слоников, наверное, будут разочарованы этим выпуском. Но мы и сами расстроились. Надо было как следует готовиться к сафари и ехать по сложным маршрутам. А так просто перевод денег и времени. Целый день убили на то, чтобы посмотреть десяток обезьян и индийский темпл. Не могу не поделиться забавным случаем с нашим водителем. Вот насколько они здесь все заточены на диких животных. Мы возвращались с сафари уже по темноте.
И вот в диком лесу вдруг машина резко тормозит. Что там? Я даже испугалась. Оказывается, водитель увидел в чаще оленя. Для него это целое событие. Как он его там разглядел в темноте, мне до сих пор непонятно. Вот такие сцены вполне можно увидеть в парке в любое время. Итак, чтобы победить зло, надо сначала сделать его чучело, а потом торжественно сжечь. И тогда зло испугается и на целый год оставит вас в покое. Чем-то мне это напоминает Масленицу. Мы очень хотели посмотреть, как будут сжигать чучело в отеле, но, к сожалению, мы не успевали вернуться с сафари до заката солнца. А сжигать надо именно на закате. И менеджер отеля специально для нас снял эти кадры. Вот, и у нас первый раз номер на дереве. Это что-то потрясающее. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Если видео понравилось, ставьте лайк. Это будет ваше спасибо нашему каналу. И делитесь с друзьями. Да, и делитесь нашими видео. Тоже нам будет очень приятно, если нас будут смотреть и ваши друзья тоже. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.